Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я покажу вам, как выполнить вот такой интересный браслет в технике фриволите иглой. Все необходимые для работы материалы, как обычно, указаны в описании под видео. В этой работе я буду использовать иглу номер 7 и нитки лавсановые 130L. Для этой работы я оставляю длинный хвостик, примерно 120 см, но мне кажется, что его все равно не хватит, и я буду добавлять нить еще в процессе работы. Набираем 15 узелков, пико 15 узелков для первого кольца. Если вы только начинаете работать в технике фриволите иглой и мои движения вам кажутся быстрыми и непонятными, то я рекомендую вам сначала посмотреть мой плейлист по основам этой техники, а затем уже возвращаться к этому видео и выполнять эти движения вместе со мной. Пико делаем маленькое, буквально пару миллиметров. Закрываем кольцо. Переворачиваем работу и выполняем узелок. Выполняем дугу из 15 узелков. Закрываем дугу. Работу переворачиваем. Теперь выполняем кольцо 10, пико 10. Закрываем кольцо, переворачивая работу.
Выполняем еще одно такое же кольцо. Единственное, что вместо пико мы будем делать соединение вот с этим кольцом. Итак, набираем 10 узелков. Нам понадобится крючок. Вот наше первое большое кольцо. Под него мы подкладываем маленькое колечко. Вот таким образом. И выполняем соединение вот с этим пико. Выполняем еще 10 узелков. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Таким образом у нас получилось, что вот это большое кольцо, оно захвачено маленькими кольцами с двух сторон. Выполняем дугу из 15 узелков. Закрываем дугу. Присоединяем ее к пико большого кольца. Выполняем узелок, переворачивая работу. Теперь повторяем наш мотив. Выполняем большое кольцо. Закрываем кольцо, переворачивая работу.
Теперь мы будем повторять все наши элементы, то есть дуга, кольцо, кольцо, дуга. Но первую дугу мы будем выполнять следующим образом. Иглой проходим между вот этой дугой и вот этими кольцами внутрь. И теперь рабочей нитью, как обычно, набираем узелки, 15 узелков. Закрываем дугу, переворачивая работу. Смотрите, как у нас дуга легла. Предыдущая дуга и только что набранная, они переплетаются. Повторяем 2 кольца и дугу.
Далее повторяем мотив: большое кольцо, дуга, 2 маленьких колечка и еще одна дуга. И таким образом идем до конца длины нашего браслета. Вот такая цепочка из дуг и колец у меня получилась. В принципе, если вы хотите тоненький браслет, то, мне кажется, даже так он уже смотрится симпатично. Но я буду делать такие же кольца и с другой стороны. И сейчас мне нужно сделать разворот. Как видите, я вот здесь добавляла новую нить. Не хватило мне совсем чуть-чуть до нужной длины. Эти ниточки я уже спрятала. Если вы не знаете, как добавлять новую нить, то вот здесь я оставлю ссылку вам для видео. На видео, где я рассказываю, как это делаю я. Итак, сейчас я буду делать поворот, чтобы продолжить работу вот с этой стороны. Для этого я наберу 15 узелков и присоединюсь вот к этому пико, точно так же, как мы делали в самом мотиве. Закрываю дугу, присоединяю ее к пико, но в этот раз работу я не переворачиваю. Теперь я выполняю еще одну дугу из 15 узелков. Закрываю дугу, переворачивая работу. Как вы уже, наверное, догадались, сейчас мы пойдем в обратную сторону и будем повторять наш мотив, только среднее кольцо нам уже выполнять не нужно. Поэтому сейчас мы выполним 2 маленьких кольца, соединяя их вот здесь посередине. Точно так же, как мы присоединяли 2 колечка в первом ряду, точно так же мы их присоединяем и в этом.
Закрываем кольцо, переворачивая работу. Выполняем дугу и будем ее присоединять вот сюда. Здесь у нас есть пико между кольцами, и сюда мы будем присоединяться. Проходим через пико. Закрываем дугу, работу не переворачивая. Далее будем повторять дугу, 2 кольца, дугу. Кольцо среднее выполнять нам уже не надо, поэтому этот ряд у нас будет немножко отличаться от первого. Точно так же заводим иглу за дугу и выполняем 15 узелков. Закрываем дугу, переворачивая работу. Таким образом идем до конца браслета. Сейчас выполним кольцо, еще одно кольцо, соединим их посередине. Далее дуга, еще одна дуга. Вот что у меня получилось. Мне осталось выполнить последнюю дугу, что я сейчас и сделаю. Здесь пико нет, поэтому я просто иглой пройду через узелок кольца. Выполняю узелок. И еще один для надежности. Нитку от клубка можно отрезать.
Остается спрятать ниточки. В этой работе нитки я буду просто прятать в узелках. Эта нить плохо плавится, поэтому я буду прятать все-таки ее в узелках. Осталось присоединить замочек и цепочку-удлинитель. Вот и все. Браслет готов. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под видео. Всем большое спасибо за внимание. Пока-пока.